Уоррен Баффет родился в семье политика и предпринимателя Говарда Баффета и его жены Лейлы Шталь в 1930-м в Омахе, штат Небраска. С детства будущий титан инвестирования ни в чем не нуждался, и эта обеспеченность лишь укрепила коммерческую жилку и амбиции ребенка. В возрасте 11 лет Уоррен Баффет совершил свою первую биржевую операцию, приобретя совместно с сестрой Дорис 3 акции Cities Service по $38 и 25 центов за акцию. Начальное снижение стоимости акций до $27 вызвало у Баффета чувство ответственности за то, что он рисковал деньгами сестры. Последующее повышение цены до $40 привело к реализации акций с прибылью в $5. Впоследствии цена акций достигла $202, что могло бы принести прибыль в размере около $500. Этот опыт стал уроком для Баффета. Он осознал необходимость терпения, понял, что инвестор не должен паниковать, если цены падают, не продавать ради краткосрочной выгоды. В 13 лет Баффет подал свою первую налоговую декларацию, включив в нее расходы на велосипед и наручные часы, обосновав их как производственные затраты, связанные с работой разносчика газет. Позже, будучи студентом второго курса, Баффет совместно с партнером инвестировал $25 в приобретение подержанного автомата для пинбола, установленного в местной парикмахерской. В течение нескольких месяцев они расширили свой бизнес, установив автоматы еще в 3 парикмахерских Омахе. В конце года бизнес был продан ветерану войны за $1200. Уоррен Баффет не смог поступить на MBA в Гарвард, так как заявку отклонили из-за его юного возраста. Он стал студентом Колумбийского университета, где судьба свела его с легендарным инвестором Бенджамином Грэмом. Грэм стал наставником и кумиром Баффета, принципы разумного инвестора, которого до сих пор лежат в основе его инвестиционной стратегии. Грэм был пионером фундаментального анализа, акцентируя внимание на внутренней стоимости компании, а не на рыночной цене. Баффет полностью усвоил этот принцип. Концепция Грэма Value Investing, поиска компаний, продающихся по цене ниже их реальной стоимости, стала краеугольным камнем инвестиционной философии Баффета. Он искал компании с сильными фундаментальными показателями, которые были недооценены рынком из-за краткосрочных колебаний или недостатка информации у инвесторов. Грэм подчеркивал важность долгосрочных инвестиций и избегания спекулятивных стратегий. Баффет следует этой стратегии, держа акции в своем портфеле годами, а иногда и десятилетиями, получая выгоду от долгосрочного роста компаний. Грэм в своих книгах, таких как «Разумный инвестор», подчеркивал важность дисциплины и терпения в инвестировании. Баффет демонстрирует эти качества на протяжении всей своей карьеры, не поддаваясь эмоциям рынка и придерживаясь своей долгосрочной стратегии. Наставник Баффета настаивал на приобретении акций с существенным запасом прочности, позволяющим поглотить ошибки в оценке и колебания рынка. Баффет придерживается этого принципа, стремясь купить активы значительно дешевле их справедливой стоимости. Обучение у Грэма заложило фундамент анализа в инвестиционной философии Баффета, и сам Баффет называет Грэма своим самым значимым наставником после отца. Несмотря на совместную работу, со временем их подходы разошлись. Баффет фокусировался на менеджменте компании, в то время как Грэм придавал первостепенное значение финансовой отчетности. В 1965-м Уоррен Баффет приобрел контрольный пакет акций текстильной компании Berkshire Hathaway, которая стала его основной инвестиционной компанией на всю жизнь. В 70-х Баффет инвестировал в страховые компании National Indemnity Co., вложив более $8,5 миллионов, и Geico, в которую вложил $17 миллионов. В ходе биржевого кризиса в 1973 он приобрел акции газеты Washington Post за $11 миллионов. В 2009 была осуществлена крупная сделка по приобретению железной дороги Burlington Northern Santa Fe за $26 миллиардов. Позже Баффет впервые инвестировал в IT-сектор, купив 5,5% акций IBM. Несколько лет спустя Berkshire Hathaway осуществила значительные приобретения акций израильской фармацевтической компании Teva и Apple, одновременно практически полностью избавившись от акций IBM. В 2008 журнал Forbes признал Уоррена Баффета с состоянием в $62 миллиарда самым богатым человеком мира. Через 10 лет он занял 16 место в списке самых влиятельных людей мира по версии Forbes, а его капитал оценивался в $84 миллиарда. В феврале 2019 Баффет понес значительные убытки, более $4 миллиардов за день, из-за падения стоимости акций Kraft Heinz Co. В письме к акционерам Баффет объявил об изменении ключевого показателя оценки финансовых результатов Berkshire Hathaway, перейдя от процентного изменения балансовой стоимости акций к операционным доходам после более чем 50 лет использования прежнего метода. По данным Forbes, в июне 2024 состояние инвестора оценивалось в $139 миллиардов. Так в чем же заключаются философия и стратегия Баффета? Уоррен Баффет уверен,
Предсказывать рыночную конъюнктуру бессмысленно. Долгосрочный успех в инвестировании достигается строгим соблюдением принципов, терпением и бережливостью. Ключевое различие по Баффету между ценой и ценностью. Цена– это то, что вы платите, ценность– то, что получаете. Он предпочитает покупать по низким ценам, но не все подряд, отдавая предпочтение невероятной компании по обычной цене. А не наоборот. Баффет категорически против инвестиций в криптовалюты, считая их инструментом азартных игр, подверженным мошенничеству и не производящим ничего ценного. Его инвестиционная философия сводится к следующим принципам. Сохранение капитала. Избегайте спекуляций, тщательно анализируйте компании перед инвестированием. Защита капитала– первостепенная задача. Независимость от мнения большинства. Формируйте собственное мнение. Инвестируйте только в понятное. Баффет избегает технологического сектора из-за недостатка понимания. Исключение– Apple. Фокус на фундаментальных показателях. Успех компании отражается на цене ее акций. Оценивайте стабильность бизнеса, прибыльность, лидерство на рынке и качество менеджмента. Привлекают компании с недооцененной капитализацией. Рынок может ошибаться. Не поддавайтесь панике. Качество важнее скидки. Лучше отличная компания по справедливой цене, чем средняя со скидкой. Долгосрочная перспектива. Держите акции, в которых уверены на 10 лет вперед. Иначе не покупайте вовсе. Не бойтесь бездействия. Отказ от неподходящих инвестиций– важная часть стратегии. Идеи для инвестиций Оракул Изамахи нередко находил в повседневной жизни. Классическим примером является его инвестиция в компанию Coca-Cola. Личное предпочтение Баффета к газированным напиткам, в течение длительного периода отдававшего предпочтение Pepsi, претерпело изменения после дегустации вишневой Coca-Cola. Это пробудило воспоминания о детстве, когда Баффет сдавал пустые бутылки из-под газировки преимущественно Coca-Cola. Высокая узнаваемость бренда подтвердила его потенциал. Дальнейшее исследование продемонстрировало стабильность Coca-Cola на протяжении 80 лет. В отличие от многих финансовых аналитиков, фокусирующихся на краткосрочном периоде, Баффет проанализировал долгосрочную динамику компании. Он обнаружил, что, несмотря на Великую депрессию и две мировые войны, продажи Coca-Cola неизменно росли. Он понял, что компании удается получать значительную прибыль. 80 центов с каждого доллара выручки, при этом сам напиток– это всего лишь вода и сироп в банке. Прогнозирование Баффета основывалось на простом, но эффективном вопросе. Сколько людей будут покупать Coca-Cola через 5, 10, 50 лет? Положительный ответ на этот вопрос, подкрепленный его интуицией, привел к инвестиции в акции Coca-Cola по цене менее $5. Впоследствии стоимость акций выросла в 10 раз, принося стабильный доход от дивидендов. В Китае, где инвестиционные стратегии Баффета очень популярны, даже выпустили лимитированную серию вишневой Coca-Cola с его портретом. Я собрал для вас основные рекомендации по инвестированию от Уоррена Баффета. Хотите научиться копить? Главное, откладывайте деньги сразу, а не после всех трат. Это просто, но эффективно. Если ваш доход позволяет покрывать основные нужды, сначала отложите средства на счета и необходимые расходы, затем сумму для накоплений. Все остальное– ваши свободные деньги. Этот подход поможет сформировать привычку к регулярным отчислениям, и вскоре вы будете легко откладывать нужную сумму каждый месяц. Проанализируйте свои денежные привычки. Задумайтесь, обычная офисная сотрудница ежедневно покупает латте и пончик. Небольшая сумма, правда? Но в масштабе года это уже приличные накопления, которые можно сэкономить, просто отказавшись от этой привычки. А ведь это еще и значительное количество лишних калорий. Этот пример показывает, как незначительные ежедневные траты накапливаются в солидную сумму. Хотите изменить свои финансовые привычки или улучшить здоровье? Иногда достаточно просто перестать делать то, что мешает достижению цели, и четко определить свои приоритеты. Избегайте кредитной зависимости. Уоррен Баффет предостерегает от чрезмерных заимствований. Кредитные карты, рассрочка и ипотека– это путь к тому, что выплаты по кредитам однажды превысят ваши доходы, и выбраться из этой ловушки будет крайне сложно. Он наблюдал множество случаев, когда люди терпели крах из-за алкогольной зависимости, но не меньше из-за финансовой зависимости от кредитов. Если вы достаточно сообразительны, вы сможете добиться финансового успеха, не прибегая к займам. Баффет утверждает, что инвестировать просто. Разложите инвестиции в индексный фонд на 10 лет. Это выгоднее, чем вложить всю сумму сразу. Уоррен Баффет известен своим простым подходом к инвестированию. Начните с изучения базовых терминов, открытия брокерского счета, выбора индексного фонда и покупки его доли. Наверняка вам интересно знать, как живет богатейший и влиятельнейший человек в мире. Уоррен Баффет, несмотря на колоссальное состояние, ведет удивительно скромный образ жизни. Он живет в том же доме в Омахе, штат Небраска, который купил еще в конце 50-х за $31,5 тысячи. Конечно, недвижимость Уоррена Баффета с 5 спальнями можно назвать скромной, если только учитывать его состояние, превышающее $100 миллиардов. Этот дом, по словам самого Баффета, лучшая инвестиция в его жизни. Финансист проживает там до сих пор и, как он заявил в фильме BBC «The World's Greatest Moneymaker», не планирует переезжать.
Несмотря на уровень жизни, недоступный большинству, он избегает показной роскоши, предпочитая не приобретать яхты и другие статусные символы, хотя финансово способен на что угодно. Его первая жена вспоминала, как он годами носил одну и ту же одежду, пока она не износится полностью. Дочь Баффета рассказывала, как однажды, не имея денег на парковку, она получила от отца $20. Дочь выписала ему чек, который он затем без колебаний обналичил. В рацион Баффета входит простая еда – гамбургеры, кока-кола и мороженое. В 2012-м у Уоррена Баффета диагностировали рак простаты второй стадии. После прохождения курса радиотерапии, который длился 100 дней, он полностью выздоровел. Позже Баффет заявил, что одним из секретов его бодрости и отличного самочувствия является ежедневное употребление 5 банок Кока-Кола. Баффет демонстрирует, что истинное богатство не в накоплении материальных благ, а в умных инвестициях и мудром управлении финансами. Его скромность и приверженность принципам делают его образ жизни уникальным и заслуживающим внимания, особенно учитывая его статус инвестиционного. Уоррен Баффет не просто успешный бизнесмен, а филантроп, пожертвовавший миллиарды долларов на благотворительность, оставляя после себя не только финансовое наследие, но и мощный пример этичного и успешного предпринимательства. Он завещал большую часть своего состояния новому фонду, управляться которым будут его дети Сьюзи, Говард и Питер. Об этом он заявил в интервью The Wall Street Journal. Таким образом, Баффет, глава Berkshire Hathaway, окончательно отказался от идеи передавать средства в фонд Билла Гейтса, с которым ранее сотрудничал. «Фонд Гейтса не получит ничего после моей смерти», подчеркнул Баффет. Миллиардер не оставил детям строгих инструкций, лишь поделился своим видением использования богатства. Его нужно использовать для помощи тем, кому повезло меньше. В мире 8 миллиардов людей, есть множество способов помочь. Дети Баффета должны будут единогласно принимать решения о распределении средств между благотворительными организациями. Баффет признался, что неоднократно корректировал свое завещание. Финальное решение он принял лишь убедившись во взрослом и самостоятельном подходе своих детей. Уоррен Баффет любит делиться своим опытом инвестора, в том числе с детьми. Он даже принял участие в создании мультсериала «Клуб тайных миллионеров», где выступил в роли наставника для юных предпринимателей. Более того, в течение первых нескольких лет он сам озвучивал своего персонажа. Баффет делится ценными советами по финансовому воспитанию детей. Начните обучать детей обращению с деньгами как можно раньше, даже с детского сада. Не ждите подросткового возраста. Объясните малышам простую истину. Деньги не растут на деревьях, их нужно зарабатывать трудом. Научите детей ценить сбережения. Даже $1, показывая, как даже небольшой вклад, например, деньги, которые они могли бы потратить на газировку, со временем приумножаются благодаря процентам. Практический опыт – лучший способ обучения. Заведите для ребенка сберегательный счет и дебетовую карту с родительским контролем. Используйте приложения для отслеживания доходов и расходов. Так дети наглядно увидят, как работают сбережения и как важно бережно относиться к деньгам. Станьте примером для своих детей. Они перенимают ваши привычки, как хорошие, так и плохие. Уоррен Баффет всегда подчеркивал важность правильных привычек. Привил ему который его отец. «Мой отец был моим величайшим вдохновителем», — говорил Баффет. «Он был моим героем в 6 лет и остается им до сих пор. Он научил меня правильному образу жизни, и это бесценно». Хотите стать настоящим героем для своих детей? Начните с того, чтобы демонстрировать им разумное финансовое поведение. Вам не нужно становиться финансовым гуру, достаточно показать, как вы управляете семейным бюджетом. Первый шаг – избавиться от проблемных долгов. Если вас тянут вниз высокие проценты по кредитным картам, рассмотрите возможность рефинансирования. Объединение всех долгов в один кредит с более низкой процентной ставкой. Многие онлайн-сервисы бесплатно помогут сравнить предложения разных банков и найти оптимальные условия. Научить детей отличать потребности от желаний – важный шаг на пути к финансовой грамотности. Дети должны понять, что не все желания могут быть удовлетворены. Один из эффективных методов, предложенный Уорреном Баффетом – составление списка желаемых покупок. Вместе с ребенком проанализируйте каждый пункт, определив, является ли он необходимостью или просто желанием, и объясните причину. Включите детей в процесс покупок, демонстрируя, как сравнивать цены в разных магазинах и выбирать наиболее выгодные предложения. Современные инструменты, например, расширения для браузера, могут существенно упростить этот процесс. Баффет подчеркивает важность непрерывного обучения и развития для каждого человека. Это ценный совет, особенно актуальный для родителей и тех, кто только начинает свой образовательный путь. Учитесь учиться, наставляет Баффет, известный своей привычкой ежедневно читать несколько газет. Он призывает не бояться, постоянно расширять свои знания, посещая курсы, изучая инновации и новые технологии. Поддерживайте любознательность ваших детей, поощряя их увлечения, будь то дополнительные занятия или самостоятельное чтение. Эта страсть к знаниям и стремление к самосовершенствованию станут бесценным капиталом во всех сферах жизни, в том числе и в финансовой.
Расскажу вам еще несколько интересных фактов о финансовом гении. До 2020-го Уоррен Баффет оставался верен своему старому раскладному телефону Samsung. Однако он все же сдался и обновил свой гаджет, приобретя современный iPhone последней модели. Стоит отметить, что функционал смартфона для него ограничивается исключительно совершением звонков. Помимо деловых переговоров, значительную часть времени Баффет посвящает любимой игре– бриджу. Он проводит не менее 12 часов в неделю за игрой как в онлайн-режиме, так и за реальным столом. Его частым партнером является давний друг и коллега Билл Гейтс. Уоррен Баффет посвящает впечатляющие 80% своего рабочего времени чтению. Его информационный рацион разнообразен и включает в себя анализ отчетов публичных компаний, как тех, в которые он уже инвестировал, так и потенциальных объектов вложения капитала. Кроме того, он тщательно изучает отчетность предприятий, составляющих империю Berkshire Hathaway. Газеты, книги и другие печатные издания также являются неотъемлемой частью его рабочего процесса. Примечательно, что, несмотря на современные технологии, Баффет предпочитает традиционные методы работы, и в его офисе нет персонального компьютера. Однако он использует iPad для чтения электронных документов. Годовая зарплата Уоррена Баффета составляет $100 000. Она не корректировалась на протяжении многих лет.